Прямиком из морозной и снежной зимы мы прилетели в совершенно другой мир, с электромобилями, пальмами, высокими технологиями. И не всегда понятными людьми. Город Хайкоу, остров Хайнань на юге Китая. Бесшумное электрическое такси с водителем, ничего не понимающим на английском, домчало нас за 100 юаней из аэропорта в суперсовременный отель. В отель глубокой ночью нас заселяли минимум полчаса. Еле-еле справились с языковым барьером при помощи гугла-переводчика. Кстати, такси здесь очень недорогое и удобное. Чуть позже расскажу, как правильно им пользоваться. Обратно в аэропорт мы доехали почти вдвое дешевле. А этот номер с очень хорошими завтраками, удобно расположенный у парка и берега моря, обошелся нам всего в $42 в сутки. Оживленная, но почти бесшумная магистраль отделяет наш отель от парка на берегу моря. Здесь множество дорожек для велосипедов и для бега. Кто-то разучивает танцы, другие занимаются на тренажерах. Многие просто гуляют среди природы в 2 шагах от мегаполиса. Видно, что этот парк очень любим многими горожанами. Здесь огромное количество птиц. Например, эту многие путают с голубой сорокой, хотя это эндемик, обитающий только на Хайнане. И эти птицы ближе к сойкам, чем к сорокам. Здесь также много пушистых белок. И море. А вечером все вокруг преображается. На домах загорается завораживающая подсветка. На некоторых шоу эта подсветка интегрируется с музыкой и даже с шоу дронов. Этими видами, кажется, можно любоваться бесконечно. Люди гуляют допоздна. Century Bridge считается достопримечательностью. Захотелось шума и суеты? Добро пожаловать на Аркадные улицы. Это район с уникальными аркадными домами Киллер, зданиями, скрытыми галереями. Фрукты как на выставке. Просто каждый фруктик как будто не настоящий. Что тут? Бусы? Морские звезды за 5 юаней. Зевающая продавщица звуком привлекает внимание к своему магазину. Пойдем искать. Интересно. Как тебе лювак, если это настоящий лювак из Вьетнама, якобы? Вкус вообще на самом деле интересный. Немного с шоколадными нотками. А угадайте, что это? Оказывается, так готовят хайнаньские рисовые лепешки, сладости с клейкого риса. Здесь ведут стримы, продают кокосы. И китайские стримеры — это крутая профессия, потому что они могут продавать все, что угодно, и люди реально покупают. Это прям индустрия целая. Ну-ка. Вот стоит 2 телефона и снимает все это. Еще несколько людей. Вот еще одна, похоже, более успешная.
Но иногда можно встретить напоминание, что это совсем другая страна, непонятными тебе людьми. В центре суперсовременного города никак не ожидаешь увидеть магазин, где привычные для нас домашние животные могут содержаться в таких ужасных условиях. И никому до этого нет дела. Или вот такой эпизод. Нашли черепаху на дороге. Мужчина остановился и спас черепаху. 从这爬上来的是吧？ Спас? Я думала, он хочет отпустить. Водитель грузового мотоцикла увидел черепаху на проезжей части, подобрал, как мы думали, чтобы выпустить обратно в траву у берега. Но он ее просто бросил к себе в кузов. Ничего хорошего эту черепаху не ждет. Ладно, продолжим быть туристами. Какой бы грохот стоял в Таиланде. Здесь все байки электрические, и только все время сигналят. На этой улице множество фигур под бронзой, человеческий рост. 两个男的，回去吧，回去吧。那边说爸爸赚多多的钱回来，这就是我们华人闯南洋就很真实的东西，对不对？所以来这条街的两端风景，从这里走到那头也就500多米，500多米。那我们到慢慢的逛，往前走300米的左边还有厕所，我们自由逛，逛。 Эти фигуры посвящены сценам повседневной жизни старого Хайкоу. Идея – показать, каким был портовый город 100 лет назад, когда регион активно торговал с Юго-Восточной Азией. Власти сделали этот квартал живым музеем под открытым небом. И все это между домов свидетелей той старой эпохи. А совсем рядом кипит современная городская жизнь. Также местная достопримечательность башня с часами, которым около сотни лет, если я правильно помню. Насколько тихо на очень оживленной улице. Что ж, на этом наша прогулка по Хайкоу подходит к концу. Подождите, самое главное, про деньги и про такси в Китае. В Китае вы почти нигде не сможете платить кредитными картами или кэшем. Почти везде платежи принимаются только через QR-коды. Поэтому еще перед поездкой в Китай желательно установить на свой смартфон приложение Alipay. Я его скачал в обычный Google Play. Приложение имеет английский и даже русский язык, но английский переведен более качественно. Я предпочитаю использовать его. После установки Alipay вам нужно пройти небольшую простую регистрацию, которая занимает минут 5, и привязать какую-нибудь карту. Для привязки карты я использовал виртуальную True Money из Таиланда. Номер телефона я также указывал свой тайский. После этого у вас появляется возможность оплачивать любые покупки в Китае при помощи QR-кодов, как и делают все местные жители. Но это еще не все. Внутри приложения есть множество дополнительных субмодулей, скажем так. Среди них возможность купить сим-карту, заказать отель и так далее. Но нас сейчас интересует такси. Одно из приложений внутри Alipay – это DD Travel. Зайдя туда, вы можете заказать такси как прямо сейчас от точки, где вы находитесь, так и заранее, например, в аэропорт на утро. В городе такси приезжало очень быстро, буквально за несколько секунд, если это было днем. В 5 утра, когда мы вызвали такси в аэропорт, такси приехало примерно за 30 секунд. Кстати, все это путешествие на остров Хайнань было всего лишь пересадкой на пути из Москвы в Бангкок. Мы растянули стыковку с 2 часов, как она была изначально у хайнаньских авиалиний, на 3 суток. Это абсолютно бесплатно. Таким образом, мы побывали в новом интересном месте. А теперь находимся здесь, в Таиланде. Вот теперь все. Пока.